Всем привет, дорогие друзья, на канале Пайкмейкер. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику истории персонажей из игры Mafia 2 Definitive Edition. Сегодня я расскажу про Эрик Рейли. Эрик Рейли – персонаж компьютерной игры Mafia 2 Definitive Edition и онлайн-игры «История Фрэнки Потца», муж Франчески Скалетты, сестры Вито Скалетты, главного героя игры. Эрик родился в Empire Bay в семье ирландских иммигрантов в 1918 году. Он вырос в Милвилле, работая со своим отцом по обслуживанию грузовиков в Trago Oil. В 1936 году Эрик женился на Саре Коллинз, дочери босса Trago Oil. После свадьбы Эрик редко бывал дома, возвращался поздно ночью после выпивки со своими друзьями-правонарушителями и часто словесно и физически оскорблял свою жену. Она ушла от него после 2 несчастных лет. Вскоре после этого Эрик потерял работу и теперь зарабатывает деньги время от времени, подрабатывая в баре и другой марихуаной. Эрик подонок битник и общается с разношерстной группой мелких наркоторговцев и головорезов. Группа совершает мелкие преступления и тратит те небольшие деньги, которые зарабатывают на вечеринке с наркотиками, алкоголем и женщинами. Он и его друзья помогли Фрэнки Потцу установить контакты на улице с бомбистами на Сэнди-Айленде. В июне 1945 года он женился на Франческе Скалетте и переезжает в ее семейную квартиру в маленькой Италии. Он впервые встречается со своего Шурина Вито, когда того освобождают из тюрьмы в апреле 1951 года. Он в квартире семьи Скалетты говорит Вито, что он муж его сестры, но ведет себя грубо по отношению к нему. Он много времени проводит вне дома, пьет и изменяет с другими женщинами, и часто оскорбляет Франческу. Когда Франческа просит Вито поговорить с Эриком о том, как он к ней относится, Вито бьет Эрика и угрожает убить его, если он не исправится и не будет лучше относиться к сестре. Эрик решает быть честным и стать лучшим мужем. Позже Вито получает телефонный звонок от Франчески, которая удивлена внезапно переменой в Эрике. Однако после того, как Вито говорит, что убьет Эрика, если он когда-нибудь снова ударит ее, Франческа говорит Вито держаться от них подальше, утверждая, что она больше не знает, кто такой Вито. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Может показаться, что Вито знакомится с Эриком только во время 11 главы, но на самом деле он происходит в 7 главе. Однако игрок сам решает, увидит ли знакомство персонажа или нет. Это своего рода пасхалка. В начале главы памяти Франческа Потенция можно пойти сразу домой к Джо, а зайти в родную квартиру. Дверь откроет Эрик и встретит Вито с бутылкой пива и сигареты в руках. Сначала Эрик подумает, что Вито какой-то торгаш, но после того, как последний назовется, пожмет ему руку и представит Эрик, скажет, что Франческа в магазине или где-то то еще. А Вито даже не пригласит войти, спешно попрощается, захлопнув дверь. По этому ролику можно судить, как хорошо Эрик воспитан и как относится к самой Франческе, раз не уважает ее близких родственников. Узнав, что он обижает Франни, Вито угрожает ему словами: «Еще раз тронешь мою сестру, на ремни порежу, понял?» Похожую фразу говорит Соня Корлеоне в фильме «Крестный отец». Эрик имеет ирландское происхождение, потому что ирландская банда сожгла дом Вито сразу после того, как он проучил Эрика и разогнал его друзей из притона. Может предположить, что Эрик имеет к этим событиям отношение. И хотя нападение было совершено из-за гибели Брайана О'Нила, Вито же говорил, что об этом никто не узнал. А сам Эрик не был членом основной ирландской банды, он мог быть знаком с Десмондом.
Эрик изображен в выразной дополнительной миссии в момент, когда Вита звонит Эрику. Эрик привязан к стулу и смотрит на Стива. Однако, поскольку ролик был укорочен разработчиками, то непонятно, кто это. Это может быть и не Эрик Рейли, а в другом персонаже, для изображения которого была использована модель Эрика. Несмотря на то, что Эрик и Франческо являются супругами, они никогда не были замечены вместе. Эрик единственный из семьи Скалетта, кто не достал Антонио. Желаете меня поддержать? Не забывайте подписываться на мой буст. Вы увидите мои слезы, мои огорчения, просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов моментов. Ссылочка находится в описании данного видеоролика. И на этом история про Эрик Рейли из игры Mafia 2 Definitive Edition подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте выполнять действия, которые видите прямо на ваших экранах. А именно лайк, колокольчик и подписка на канал. С вами был Михаил с канала Fake Maker.